Всем привет! Мы готовим особую густую опару, которая сделает даже самый простой хлеб невероятно ароматным. Знакомьтесь, бига. Останавливайте кадр с ингредиентами для удобства. От общего количества воды отлейте 50 грамм и слегка нагрейте. Растворите в ней дрожжи с добавлением щепотки сахара и оставьте на 15-20 минут для активизации. Бига – один из видов преферментов в тесте наряду с пулешем, спелым тестом. Такие опары благодаря особой микрофлоре улучшают вкус, аромат, текстуру не только хлеба, а еще и сдобного теста, в том числе и пасхальных куличей. Бига бывает двух видов – густая влажностью 60%, которую мы и готовим, а также жидкая влажностью 100%. Ссылку на очень подробную статью об обоих видах я оставлю в описании. Активизированные растворенные дрожжи смешайте с мукой и влейте оставшуюся порцию воды. Муку, к слову, лучше выбирать сильную, то есть с высоким содержанием белка. Тщательно перемешайте и подмесите массу. По густоте это тесто соответствует самому обычному тесту для приготовления хлеба в хлебопечках. Производить тщательный замес до сильного развития клейковины, то есть до гладкости, необходимости нет. Вам важно добиться, чтобы вода увлажнила всю муку и в массе не осталось сухих комочков. Подготовьте какую-то емкость или пищевой лоток, в котором будет бродить бига. Он должен быть примерно в 3-4 раза больше по объему, чем опара. Она очень сильно увеличится в объеме за время брожения. Чем дольше бродит бига, тем вкуснее получается готовый хлеб. Есть 3 метода ее выбраживания. Я покажу вам один из них, а про остальные вы сможете прочитать по той же ссылке в описании к видео. Уложите бигу в лоток и закройте его. Оставьте при комнатной температуре на 1,5-2 часа. После того, как бига полностью поднимется и начнет слегка опадать в центре, ее следует перемешать, чтобы выпустить отработанный газ. Опять закройте емкость с опарой и отправьте ее в холодильник на сутки, после чего она готова. Вот как будет выглядеть бига через сутки. Как использовать бигу? Заменяйте ею часть муки и воды в любом выбранном вами рецепте для улучшения вкуса. Обычно с бигой вносят 10% муки. Спасибо за внимание, надеюсь, что было полезно. Ставьте свои лайки и комментируйте. Всем пока!